Представим, что нас захватили инопланетяне-рептилоиды. Они не идиоты, чтобы напрямую воевать. У них под контролем президенты всех стран, и нас втихую травят химтрейлами и микропластиком в быту. Чтобы через несколько поколений человечество превратилось в умственно отсталых обезьян, напичканное тяжелыми металлами, микропластиком и болеющее тяжелыми формами заболеваний вследствие укализации. А у лидеров стран связаны руки. Они никто, марионетки пришельцев, у них нет никаких полномочий. Они знают, к чему все идет, знают, что ответственны за порабощение, но слишком трусливы и тупы, чтобы продумать план спасения. Давайте им подскажем, как без выстрелов и ракет за 1 час освободить всю Землю от рептилоидов, как свергнуть пришельцев и вернуть власть людям. Для плана нужен лишь один единственный человек, которому можно доверять. Для современной власти эта задача непосильная, но, думаю, все же возможная. Ситуация. Кто-то из верхов сливает из госархива технологию экранирования магнита, то есть схему изготовления сверхпроводника, которая, конечно же, уже давно есть. Схем бестопливных генераторов минимум десятки. Проблема в том, что изобретатели сами бегут на плаху, принося открытия в патентное бюро к демонам. И вот чиновник дает схему своему надежному партнеру, который занимается бизнесом. Трамп ловит Илона Маска в туалете и говорит: «Илон, выручай, ты же знаешь, нам всем скоро кранты. Вот тебе бумажка, сделай все, как написано, и будешь спасителем Земли». Наш бизнесмен Илон отдает на аутсорс 2 проекта 2 разным подрядчикам. Первый — создание игрушки на неодимовых магнитах. Обычный небольшой ротор размером с банку, который крутится несколько секунд и останавливается. Такие игрушки есть, ничего необычного. Второй проект — выплавка того самого сверхпроводника, но под видом обычной запчасти для ремонта. Артикул 8722. Тысячи игрушек на магнитах делаются на заводе и заказываются в разных странах. Тысячи пластин со сверхпроводниковым эффектом делаются на другом заводе и также заказываются и развозятся по тем же странам. Момент освобождения Земли. На YouTube запускается вирусная волна роликов на всех языках про эти генераторы. Генераторы в собранном виде бесплатно раздаются в важных точках в разных странах вместе с листовками. В университетах, в научных институтах, в академиях. А YouTube-блогеров берут в заложники. Крупным блогерам разосланы посылки с генераторами. На листовках указан список всех блогеров, которым высланы посылки. Если кто-то умолчит, страна будет знать своих героев. В соцсетях происходит взрыв. Десятки миллионов людей узнают об изобретении. Смотрите, эта штука генерирует энергию. 12 миллионов просмотров. 5 миллионов лайков. Это реально работает. Это будущее энергетики, друзья. Рассмотрим эффект от этой акции. Чертежи расходятся по сети. Правительство пытаются заблокировать, но безуспешно. Информация уже вне контроля. СМИ в своей манере могут врать что угодно, придумывать вредную радиацию или сверхдороговизну производства. Но в листовках и в видео будут разъяснены поэтапные логические цепочки внедрения этой технологии. И от такого уже никто без боя не откажется. Этапы внедрения. Исчезают счета за свет, отопление, охлаждение, воду. Люди перестают зависеть от сетей. Начинает рушиться рынок топлива. Нефть, газ, уголь, дизель, бензин, генераторы, батарейки, аккумуляторы. Логистика, грузовики, поезда, корабли переходят на электродвигатели без подзарядки. Себестоимость всех товаров обваливается в десятки раз. Локальные производства расцветают. Все работает без счетчиков. Каждая деревня, каждый поселок — свое производство. Еда, одежда, стройматериалы, инструменты. Не нужно везти товары за тысячи километров. Транспорт только для редких вещей. 3D-принтеры печатают что угодно. Люди объединяются в самоуправляемые общины, советы мастеров, научные коллективы. Конфликты исчезают.
потому что не из-за чего спорить. Теперь еду можно выращивать в любых условиях. Стройматериалы становятся сверхдешевыми. Техника, одежда, лекарства становятся в 10-100 раз дешевле. Львиная доля в производстве полупроводников — это энергия. Если она стоит 0, цены многократно падают. Теперь искусственный интеллект могут обучать даже школьники. Корпорации больше не могут врать, что обучать ИИ слишком дорого и затратно. Следствием этого идет внедрение умной робототехники в повседневность, где не нужно ограничивать мощность чипа. Роботы станут обыденностью как смартфон, и цена на них будет примерно такая же. И не слушайте идиотов, которые кричат, что ИИ захватит мир. У искусственного интеллекта нет эго, как у человека, и нет никаких хотелок. Независимые сообщества составят высокую конкуренцию, и будут сотни разных моделей с разными операционными системами. И ни один идиот не станет захватывать мир роботами с помощью супервируса, ведь это уже будет мир изобилия, и люди будут знать настоящую историю, как нас тут в прошлом держали за рабов. Проблема мигрантов исчезает полностью. Люди больше не уезжают из-за нищеты в богатые страны. На своей родине, даже в пустыне или джунглях, они запускают опреснение, отопление, свет, интернет, станки, заводы, пароходы, строят свой город-утопию с помощью роботов. Каждый край становится самодостаточным. Культуры не смешиваются насильственно, остаются там, где любят родные места. У каждого теперь есть все возможности, чтобы облагоустроить любое место. Рухнет рынок криптовалют. Майнинг теряет смысл. Энергия бесплатна, крипта — спекулятивный пузырь. Сервера и охлаждение ничего не стоят. Майнить начинает кто угодно. Монеты обесцениваются. Криптобиржи закрываются. Цифровое золото оказывается фантиком. Важно осознать. Они принуждают людей заниматься бесполезной деятельностью в тысячах разных сфер. Взять тот же биткоин. Люди делают майнинг-фермы, скупают железо, тратят жизнь в никуда и при этом пакостят другим людям. Даже есть некоторые альтернативщики, пиарящие биткоин. А в итоге крупнейший владелец биткоинов — компания BlackRock. Они специально создают сферы жизни, где люди занимаются иждивенчеством и получают огромные деньги. Это спланированное разрушение социума. Нужно понимать, мы не должны выбирать в их системе очередную пустую деятельность. Мы должны раскрывать людям глаза, что без свободной энергии нас сделали рабами. Бесплатная энергия — это экономика изобилия. Деньги все меньше имеют смысл. Они не нужны для выживания. Репутация и рейтинг имеют самое большое значение — интеллект и инновации. Никто больше не работает на незнакомого дядю ради еды. Еда и жилье почти бесплатны. Люди занимаются тем, что им нравится. Наука, искусство, ремесла, постройка инфраструктуры с помощью роботов. Люди начинают видеть старую ложь системы и покидают силовые структуры. Институты власти в сильном кризисе. Они уже не могут так легко стравливать людей и устраивать войны. Человек становится действительно свободным. Армии больше не нужны, воевать не за что, ресурсы есть у всех. Триллионные бюджеты на танки, ракеты, самолеты, авианосцы обнуляются. Сколько стоит один выстрел на войне? Это уже как поджигать айфоны пачками. А ракеты вообще выходят на уровень «продал квартиру, нажал кнопку». Один пуск – почти миллион. SM-3 от 10 миллионов. За такие деньги можно купить дом, автосалон и ресторан. Но на войне все улетает либо в трубу, либо в небо. Цены примерные, меняются от года к году. Но суть одна – стрелять значит буквально сжигать деньги.
Без войн миллионы солдат и офицеров возвращаются домой. Отцы возвращаются в семьи, рождаемость растет, дети перестают быть сиротами. Миллионы мужчин теперь, наконец, занимаются полезным трудом. Вместо игрушек с пистолетиками — строительство дорог, домов, городов. Нет нужды в государствах, границах, налогах. Исчезнет военно-промышленный комплекс, на который тратились триллионы. Глобальные проекты становятся реальностью. Озеленение пустынь, города с куполом в вечной мерзлоте, под океаном, где угодно, летающие города, полная переработка мусора и восстановление экологии. Но система знает этот сценарий, поэтому ее агенты высмеивают вечные двигатели. YouTube загажен каналами со схемами БТГ, которые не работают, чтобы вы их собрали и разочаровались, чтобы вы пополнили армию ботов, которые высмеивают сверхпроводники. Изобретатели сами подписывают себе смертный приговор, когда бегут к системе за патентом, потому что не понимают, что они рабы в системе. Не понимают, что, внедрив повсеместно генераторы, никакие деньги уже никому не понадобятся. Человек станет полностью автономным и независимым от государства. Поэтому они скрывают вечные двигатели. Это сразу раскроет всю их глобальную ложь. Люди смогут делать независимые модели транспорта и путешествовать в любую точку мира. И узнают истинную форму Земли. Сокрытие сверхпроводников — одна из причин держать нас здесь, в тюрьме. Светлое будущее человечества, жизнь в процветании и изобилии возможно лишь при одном условии — наличии свободной энергии. Это решает все проблемы на Земле. И напоследок вам вопрос. Как вы в этом нашем светлом будущем представляете экономику? Будут ли вообще деньги? Ведь роботы будут делать товар в любом объеме. А как будут выглядеть роботы через десяток лет? Может быть, это будет парящая рядом с вами сфера-компаньон, которая может создавать осязаемую голограмму любого существа. Хотите пойти в поход с Джеком Воробьем? Простите, с капитаном Джеком Воробьем. Или вас будет сопровождать Аристотель? Чем займетесь в мире изобилия?